Всем доброго, хорошего дня моим подписчикам и просто гостям. Сегодня мы с вами находимся на канале «Вязание крючком» с Ольгой Головатой. Также у меня есть еще один канал, который я посвятила вязанию спицами. Приглашаю вас заглянуть и на тот канал. Ссылочку вы найдете в описании под этим же видео. На этом канале я сегодня вам подготовила новенький узор. Узор вяжется достаточно просто, а выглядит элегантно и симпатично. Такой узор пригодится вам во многих ваших вещах. Я думаю, что фантазия вам позволит применить этот узор там, где вам хочется. Раппорт этого узора вяжется в 3 колечка. И эти 3 колечка вяжутся в 2 ряда. Образец, который перед вами на экране, я связала из хлопка турецкого производства. Это хлопок Лилу. Вот перед вами картинка, и вы посмотрите на состав пряжи по этой картинке и на длину, на метраж в 50 граммах. И крючком фирмы Тулип японского производства номером 1,25. 1,25 это размер головки крючка в миллиметрах. Вязать наш тренировочный образец маленький мы будем сегодня из этой же пряжи и этим же крючком. Я со своей стороны постараюсь держать камеру как можно ближе, чтобы вам было легче видно петельки. Первые 2 ряда этого узора, они у нас будут как начальные наборные установочные ряды. Набираем первую петельку и вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Делаем 4 накида на крючок. 1, 2, 3 и 4. Возвращаемся в первую петельку и провязываем столбик с 4 накидами. Эти 2 петли замыкаем вместе. Теперь это колечко нам нужно обвязать. Вяжем 1 воздушную петельку и под верхнюю дужку мы вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. На развороте делаем 1 воздушную петельку, заходим в только что связанный столбик без накида последний, захватываем 2 дужки и провязываем соединительный столбик. И теперь обвязываем следующую половинку этого колечка, делаем воздушную петлю и вяжем 11 столбиков без накида. Связали 11 столбиков, теперь воздушная петля, и это колечко мы соединяем еще раз столбиком без накида. И вяжем 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. И это у нас есть раппорт нашего узора. Набор для раппорта. Теперь давайте повторим раппорт. Отмечаем последнюю связанную петельку и вяжем снова 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 4 накида на крючок. Возвращаемся в отмеченную петельку и вяжем столбик с 4 накидами. Закрыли колечко. Теперь воздушная петля. Под верхнюю дужку вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Воздушная петля. Теперь мы крючком заходим под вот эту вот перемычку, под цепочку. Провязываем столбик без накида, воздушная петля и переходим под вторую половину колечка. Вяжем тоже 11 столбиков без накида. Воздушная петля и замыкаем наше колечко еще раз столбиком без накида и 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И у нас связано уже 2 раппорта. И теперь давайте мы свяжем третий окончательный. Вяжем снова 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 4 накида на крючок. Возвращаемся в отмеченную петельку и вяжем столбик с 4 накидами. Связали. Воздушная петля. Под верхнюю дужку вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Воздушная петля. Под цепочку вошли крючком, связали столбик без накида, воздушная петля и вторая половина колечка, снова 11 столбиков без накида. Воздушная петля и замыкаем наше колечко с первым столбиком без накида. Мы с вами связали уже третий раппорт, и если при поворотных рядах, то мы не добавляем в конце вот эти вот 3 воздушные петельки. И теперь вяжем второй установочный ряд. Воздушная петля, и в каждую цепочку над верхней дужки мы вяжем столбик без накида, и у нас должно быть их 11. Мы связали 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Теперь у нас между колечками вот эта вот перемычка. Мы заходим под перемычку, вяжем столбик без накида, воздушная петля и еще раз под перемычку столбик без накида. И теперь снова обвязываем верхнюю дужку этого колечка. Мы вяжем 11 столбиков без накида. И теперь
Точно так же под перемычкой мы вяжем столбик без накида, воздушная петля и еще раз под перемычкой столбик без накида. И снова обвязываем вот эту вот верхнюю дужку. Опять вяжем 11 столбиков без накида. И вот мы с вами связали первых 2 ряда, подготовились к вязанию уже самого полотна. Это 2 установочных ряда. С этого места мы начнем с вами вязать уже первый ряд узора. Подхватываем петельку и вяжем 10 воздушных петель. Это петли подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Теперь вяжем еще 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Посередине вот этого вот ребра, а это будет у нас 6-я петля, так как вместе у нас здесь 11, провязываем столбик без накида. Вяжем цепочку 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Разворачиваемся обратно на лицевую сторону. Просчитываем по цепочке 1, 2, 3, 4 и в 5-ю петлю провязываем столбик без накида. Теперь делаем одну воздушную петельку. Под левую дужку входим крючком и вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Одна воздушная петля. С изнаночной стороны мы входим в наше основание, там, где мы вязали столбик без накида, и провязываем столбик без накида. Опять воздушная петля. У нас разворачивается вязание, и мы вяжем под вторую половину нашего колечка тоже 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Воздушная петля. И теперь мы замыкаем это колечко столбиком без накида. Вяжем 2 воздушные петли. И по этой цепочке мы пропускаем одну петельку и в следующую провязываем столбик без накида. Теперь вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 4 накида на крючок. Возвращаемся в первую петельку на цепочке, провязываем столбик с 4 накидами. Закрыли эти петельки. Опять под верхнюю дужку мы вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 и 11. Воздушная петля. Под вот эту вот перемычку вводим крючок, провязываем столбик без накида, воздушная петля и снова вяжем под вторую половину колечка 11 столбиков без накида. Воздушная петля и замыкаем это колечко столбиком без накида. Мы связали уже одно колечко, маленькое, второе побольше, и сейчас будем вязать третье колечко раппорта. Отсюда мы вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. С изнаночной стороны вот складываются наши колечко. Все в ту же петлю посередине ребра провязываем столбик без накида и вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Разворачиваемся опять на лицевую сторону. Отсчитываем по цепочке пятую петлю, вот она, и провязываем столбик без накида. Вяжем воздушную петлю. Теперь под левую дужку вяжем 7 столбиков без накида. Воздушная петля. Теперь крючком с изнаночной стороны входим все в тот же столбик посреди ребра и провязываем столбик без накида. Воздушная петля и обвязываем вторую половину колечка. Связали 7 столбиков без накида, вяжем воздушную петлю, замыкаем колечко. Здесь мы делаем одну воздушную петлю и входим в уголок нашего большого колечка, провязываем соединительный столбик. И мы с вами связали первый раппорт, первую половинку раппорта. У нас сверху будет еще один ряд. И теперь продолжаем, вяжем следующий раппорт. Отсюда вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Разворачиваемся на изнаночную сторону, подхватываем следующее колечко, его ребро, и точно так же в шестую петлю посередине провязываем столбик без накида. Теперь вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Развернулись опять на лицевую сторону. В пятую петельку провязываем столбик без накида, воздушная петля и обвязываем левую половину вот этого вот колечка. Мы под нее вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Воздушная петля. Теперь на этом ребре крючком входим с изнаночной стороны, провязываем столбик без накида, воздушная петля и
Разворачиваем, вяжем вторую половину колечка, 7 столбиков без накида. Связали, воздушная петля, замыкаем сначала наше колечко столбиком без накида. Теперь 2 воздушные петельки в этом месте. И мы подхватываем вот эту вот дужку. Делаем соединительный столбик. И вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Делаем 4 накида на крючок. Возвращаемся в первую петельку. Провязываем столбик с 4 накидами. Воздушная петля. Теперь под верхнюю дужку вяжем 11 столбиков без накида. Связали. Теперь вяжем воздушную петлю. Заходим вот под вот эту вот перемычку, вот здесь вот. Провязываем столбик без накида, воздушная петля и под вторую половину вяжем снова 11 столбиков без накида. Воздушная петля, соединяем колечко столбиком без накида. И третье колечко в раппорте, маленькое, вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. С изнаночной стороны смотрим. Мы провязываем столбик без накида на ребре в тот же центр. Теперь вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. Пятую петлю провязываем столбик без накида. Воздушная петля и вот наше колечко маленькое. Под левую дужку вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Воздушная петелька. Теперь на ребре в тот же центр с изнаночной стороны ввели крючок, провязали столбик без накида, воздушная петля, разворачиваем вязание и обвязываем вторую половину 7 столбиков без накида. Воздушная петля. Сначала соединяем колечко столбиком без накида. 1 воздушная петля. И заходим крючком в уголочек большого колечка в раппорте. Делаем соединительный столбик. И мы с вами связали уже второй раппорт. Это первый и, в принципе, основной ряд этого узора. И давайте сделаем еще третий раппорт. Вяжем опять 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и
7. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Посередине ребра мы вяжем столбик без накида. Теперь вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Разворачиваемся на лицевую сторону в пятую петлю. Провязываем столбик без накида, воздушная петля, обвязываем первое маленькое колечко, вот оно. Под левую дужку вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Воздушная петля. С изнаночной стороны вводим посередине ребра в ту же петлю крючок, провязываем столбик без накида, воздушная петля, разворачиваемся и обвязываем вторую половину. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Воздушная петля. Вначале мы замыкаем колечко столбиком без накида, 2 воздушные петли и, захватывая вот эту вот дужку, провязываем соединительный столбик и вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 накида на крючок. Из первой петельки мы вяжем столбик с 4 накидами. Воздушная петля. Обвязываем это колечко под верхнюю дужку 11 столбиков без накида. Теперь воздушная петля. Крючком, огибая это колечко, вот здесь вот перемычка. Под эту перемычку мы провязываем столбик без накида, воздушная петля и под вторую половину 11 столбиков без накида. Воздушная петля, замыкаем колечко, столбик без накида мы вяжем и вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь с изнаночной стороны смотрим. Нам нужно на ребре в эту же петлю связать столбик без накида. И вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Разворачиваемся на лицевую сторону в пятую петлю. Провязываем столбик без накида. Воздушная петля. Обвязываем. Делаем колечко маленькое. Под левую дужку 7 столбиков без накида. Воздушная петля. С изнаночной стороны в тот же центр входим крючком, провязываем столбик без накида, воздушная петля и обвязываем вторую половину колечка. Здесь у нас 7 столбиков без накида. Воздушная петля, замыкаем колечко столбиком без накида.
Одна воздушная петля и заходим в уголочек большого колечка, делаем соединительный столбик. И мы с вами связали третий раппорт. Теперь нам нужно сделать точно такую же сторону подъема. Мы делаем на изнаночной стороне 6 накидов на крючок. Заходим в уголочек нашего начального ряда и провязываем из этого уголочка столбик с 6 накидами. Последнюю петельку протягиваем. И мы закончили с вами первый ряд. Связали с вами 3 раппорта в ширину. И второй ряд этого узора очень простой. Мы вяжем воздушную петлю. Теперь переходим вот большое колечко и малое колечко. Между ними прямо под цепочку вяжем столбик без накида. И теперь по этому ребру мы вяжем 11 столбиков без накида. Связали. Теперь опять между большим и малым колечком вводим крючок, провязываем столбик без накида, делаем воздушную петлю и переходим опять между малым и большим, вяжем столбик без накида. И опять переходим на ребро, вяжем 11 столбиков без накида по ребру. И здесь точно так же. Столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида. И дальше по ребру вяжется 11 столбиков без накида. Так вяжем до конца ряда. Вот мы довязали второй ряд до конца. И у нас есть связано 3 повторения и полный раппорт в высоту. А теперь все будет точно так же, аналогично, как мы начинали с первого ряда, продолжение раппорта. И мы сделаем с вами только лишь первый переход отсюда. Вот мы закончили наших 11 столбиков без накида в уголочке. Вяжем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Это подъемная цепочка. И снова 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Разворачиваемся на изнаночную сторону и посередине ребра, это 6 петля, провязываем столбик без накида. Теперь вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Разворачиваемся на лицевую сторону. Считаем 1, 2, 3, 4. В 5 петлю по изнаночной стороне провязываем столбик без накида. Воздушная петля и обвязываем наше малое колечко первое. Вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Воздушная петля с изнаночной стороны. Вошли в то же ребро, в центр, в ту же петлю. Провязали столбик без накида. Воздушная петля и обвязываем вторую половину этого же колечка. 1, 2, 3, 4,
5, 6 и 7. Воздушная петля. Сначала мы замыкаем колечко столбиком без накида. Теперь вяжем 2 воздушные петли. И на цепочке одну петельку пропуская в следующую, мы вяжем столбик без накида. Отсюда вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 накида на крючок. Из первой петельки этой цепочки мы вяжем столбик с 4 накидами. Воздушная петля. Обвязываем большое колечко. Под верхнюю дужку у нас вяжется 11 столбиков без накида. Воздушная петля. Под перемычку крючком входим, провязываем столбик без накида, воздушная петля и обвязываем вторую половину. Здесь тоже 11 столбиков без накида. Воздушная петля. Замыкаем колечко столбиком без накида. И теперь вяжем третье маленькое колечко. Вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. С изнаночной стороны теперь вот складывается наше колечко. Мы входим в ребро, провязываем столбик без накида. Вяжем цепочку 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Развернулись на лицевую сторону. В пятую петлю провязали столбик без накида. Воздушная петля и обвязываем наше колечко. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Воздушная петля. С изнаночной стороны на ребре в ту же петлю по центру провязываем столбик без накида, воздушная петля и обвязываем вторую половину. 7 столбиков без накида. Воздушная петля. Теперь мы замыкаем сначала колечко, вяжем одну воздушную петельку и заходим в уголочек большого колечка, делаем соединительный столбик. И мы с вами связали уже второй раппорт, сделали переход, и он будет вязаться у нас второй раппорт точно так же, как и первый. У нас выстраиваются раппорты над раппортами без шахматного порядка. А теперь давайте посмотрим еще раз большой образец. И вот таким вот нехитрым способом получается вот такая вот симпатюлечка. Мне нравятся такие узоры, они очень элегантно смотрятся в изделиях. И думаю, что этот узор понравится и вам. А я буду сегодня с вами прощаться. До новых встреч, до новых идей и до свидания.